Пишу диплом левой ногой. Событий стало слишком много. Война. Священная. Все мы жертвы пропаганды. А почему вы так считаете? В кадре вы же гипнотизируете. Я высказываю свое мнение. А вы занимаетесь пропагандой сами? Здравствуйте. Добрый Я рад, день. что вы впервые в Казахстане. Мы уже говорили об этом за кадром. Я надеюсь, что вам страна очень понравится, потому что страна невероятно добрая, красивая. Это у нас вот очень казахстанский прикол. Рассказывают, что вот там в Швейцарии хорошо, но у нас есть своя Швейцария. Вот у нас тут своя Канада. Ну, вам еще предстоит это узнать. Знаете, я пока, кроме номера в отеле, ничего не видела. Но про доброту я это уже поняла год назад. Потому как здесь встречали Да. релокантов. Это настолько не похоже на большую часть мест, куда еще сейчас приезжают русские люди, россияне. При том, что если подумать, что Россия делала с Казахстаном, с жителями его, и продолжает делать, и как встречают этнических казахов, неважно, граждан Казахстана или граждан России, как их встречают в России, это просто удивительно. Это дает какую-то, я не знаю, моральную опору. Наш сегодняшний разговор в большей степени будет, я бы хотел его простроить, и он будет понятен только тем, кто смотрел остальные видео с вами. Да, потому что я посмотрел какие-то кусочки, каждому у меня был вопрос, и я значит, надергал этих вопросов. Ну и по канону хочется начать с самого начала. Так. Значит, выпускница школы думает, хочу стать актрисой. И давайте расскажем эту историю чуть больше, чем она была освещена уже в предыдущих подкастах. Кстати, как я стала учителем, вы хотите сказать? Да. Ну, я никому не смела сказать, что я хочу стать актрисой, и поэтому я сказала, что я хочу быть режиссером. У меня даже был, как сказать, портфолио, потому что я поставила маленький спектаклик в школе. Вау! Длившийся примерно минут 5. Я решила, что я хочу стать режиссером. Ну, родители мои просто вообще лишились дара речи и сказали, что ну давай вот ты поступи на театроведение, потом посмотрим. На театроведение я не поступила. Тогда следующий шаг они мне сказали, ну получи гуманитарное образование и дальше будешь решать, что делать. Ну и так как наш дом был пропитан историей насквозь всегда, то, естественно, предполагалось, что, ну как бы это само собой разумелось, что гуманитарное образование, конечно, историческое, а не какое-нибудь еще. И на мое счастье в тот момент, значит, вот в ГИТИС, куда я не поступила, были экзамены в июле, а в университет были в августе. И папа мой меня быстренько подготовил, и я поступила на ИСТФАК. И мне, в общем, совершенно было все равно, кем быть. Ну, не могу сказать, что меня вызвал восторг то, как меня учили, но у меня была такая хорошая социальная жизнь, друзья и все такое прочее. И опять очень много всего крутилось вокруг искусства, потому что мы беспрерывно ходили в кинотеатр «Иллюзион», который тогда был. Мы беспрерывно стреляли лишние билетики в театр на Таганке. И надо сказать, что вот у моих подружек и у меня это как-то очень хорошо получалось. И, в общем, все, что тогда шло на Таганке, я посмотрела, и сегодняшние зрители не могут понять, какое это было достижение, потому что просто так купить билет в театр на Таганке было вообще невозможно. И дальше тоже такое было замечательное дело, довольно много времени отнимавшее, что можно было по блату большому, можно было приходить и убирать, то есть работать уборщицей в театре на Таганке. При том, что мы, конечно, убирали ужасающе, потому что не умели ничего этого. И самая элитарная работа была вечером перед спектаклем, потому что тогда можно было остаться посмотреть спектакль. Хотя я теперь вот думаю, что, может быть, это неправильный у нас был какой-то рейтинг, потому что меня с моей подружкой нас поставили как бы на второстепенную работу утром, но после этого можно было смотреть репетиции. И мы сидели наверху и смотрели, как Юрий Петрович Любимов репетирует. Вот. Ну, надо было там, я не помню уже, скажем, в 6 утра приходить, все это там мести. И это было удивительно совершенно. Ну и какие-то писали курсовые. Диплом у меня был по Карамзину. История современности, понимание Карамзина. Ну, писала себе, писала. И дальше, в очередной раз рассказываю удивительную мистическую историю, что к моему папе по каким-то делам, я даже совершенно не помню по каким, приходит какая-то женщина, которая, очевидно, он где-то там с ней уже был знаком, но вообще так никто из нас ее не знал. Почему-то ее звали Ольга, вот все, что я помню.
какая-то была простая русская фамилия, типа Попова. Я бы очень хотела вообще еще с ней встретиться. Вот я все время про это говорю, в надежде, что где-то она объявится. Она работала на радио, и что-то там у них с папой какие-то были дела. И потом она приезжала на дачу еще к нам. И мы гуляли. А я была после 4 курса. И она меня спрашивает, а что ты собираешься делать? У меня вообще этих мыслей не было. Вот я потом, меня не устают поражать, как, скажем, мои ученики, как все изменилось. Мои ученики там в 5, в 8 классе. Ну, я работала в школе, где были, ну, и есть разные профили. И вот сначала выбирали в 10 классе, а потом стали выбирать перед 8 классом. И это такое важное решение для тебя. Ты будешь там гуманитарий или математик. Дети говорят, я бы пошла в гуманитарный класс, а кем я буду работать потом? То есть человек в 7 классе, ну, наверное, конечно, родители ему, он Ну, скорее, думает, да, наверное, кем я уже. буду работать, сколько я буду зарабатывать. То есть этого вот в мое время вообще не было в мыслях. Ну, конечно, еще совершенно была другая тоже сегодня непредставимая ситуация. Ну, как обычно, человек заканчивает институт, может быть, его распределяют, может быть, и нет. Но он идет на работу, и, скорее всего, он там до пенсии сидит на этой работе. Но сейчас уже скорее нет. Причем, Сейчас, да. конечно, сейчас это вообще... Я поэтому и удивляюсь, как вы согласились на вот эту родительскую уловку, ну, сходи на гуманитарий, потому что вы же понимали плюс-минус, что это вот, скорее всего, профессия, которую вы получите, с ней придется связать жизнь. Ну, вот я как-то совершенно вообще про профессию не думала. Ну, учусь себе, учусь. Вот хожу в театр, хожу кино смотреть. И она мне говорит, вот я прям вижу это место. Она мне говорит, ну, ты, конечно, в школе не хочешь работать? И вот так я говорю, а почему? Может, и хочу. Интересно, что при том, что у меня обе бабушки были учительницы, и папа мой 6 лет работал учителем. Мне это никогда не приходило в голову. А может, и хочу. Все. И про это мы забыли. Дальше 5 курс, там вообще веселье. Ходить не надо в университет практически. Пишу диплом левой ногой. И где-то, ну, наверное, после Нового года она звонит и говорит, что вот вы в хорошей школе, где у ее знакомых, где директор у нее знакомый, заболела учительница, и они ищут замену. Не пойду ли я? И я иду. И у меня сначала было 24 часа. Ну, что, конечно, для начинающего учителя, ну, к сожалению, в российской школе считается нормой. Наоборот, все борются за эти часы чертовы. Все хотят полуторную ставку, то Да, но это ужас и кошмар. При том, что вот выяснилось, что я, закончив Московский университет, кучу каких-то тем вообще ничего про них не знаю. И я начинаю все это выяснять и готовлюсь часами. Вот. Потом они все-таки облегчили мою жизнь, потому что они уже хотели, чтобы я осталась, и они какую-то часть у меня часов забрали, оставили 13. Это было блаженство. Вот. И я начала работать, и мне это сразу понравилось. Все. не хитрый ли это план папы, где он подстроил эту Нет, ситуацию? абсолютно нет. Он как раз хотел, чтобы я занималась наукой. Ну, не то, что хотел, мне никто ничего не навязывал совершенно. Казалось тоже, он какие-то придумывал темы для моего диплома, для моих курсовых, что-то приносил какие-то. Вот ты не хочешь ли ты это? Ничего я не хотела, совершенно мне было наплевать. Вот. Но он был доволен, когда... Все были довольны, когда я пошла в школу. Это... Ну, собственно, и про школу давайте продолжим. Как будто бы гуманитарные науки, ну или назовем в частности история в школе, воспринимается чаще всего учениками как «хочу получить отметку в дневнике», ну и глобально все хотят на модную профессию. Когда-то это были программисты, сейчас они как будто бы снова вернулись, когда-то были юристы или экономисты. Так вот, много ли было на вашей памяти учеников, которые действительно хотели связать свою жизнь с историей и исключительно вот именно выбрать этот путь в дальнейшем? Ну, именно стать учеными. Ну, или хотя бы преподавателем истории, возможно, они восхищались вами, решили, что вот я хочу так же, как преподаватель. Ну, вы знаете, большую часть своей жизни я преподавала в гуманитарных классах. И, соответственно, это были дети, которые уже были, ну, в той или иной степени мотивированы на какие-то гуманитарные науки. Хотя у нас, ну, это как бы формально считался филологический класс, и там как бы основная была, вот, основная дорожка филологическая, но у меня много выпускников, которые поступали на исторические факультеты, самые разнообразные. Те из них, кто стали учеными, ну, их
несколько человек, хотя это хорошие ученые и серьезные. Но, понимаете, может быть, опять же, время изменилось как-то, но я всегда им говорила, что при поступлении в гуманитарный класс, что потом, что сегодня уже нет вот этой жесткой закономерности. Ты не должен решать, кем ты будешь. И другая вещь, мне-то кажется, что кто-то, правда, из технарей со мной спорил, но мне кажется, что это вот преимущество огромное гуманитарных наук. Или, как мы любим говорить, что гуманитарная наука одна, вот вообще гуманитарного знания, что, ну, как мне представляется, если тебя учат быть инженером, который строит мосты, ну, ты можешь, наверное, переучиться на человека, который строит самолеты. Но это не так, что ты вот прямо раз, вчера строил мост, сегодня самолет. Ну, скорее, да. Да. А гуманитарное образование, так это про людей, то оно просто расширяет твое сознание куда лучше любых других внешних средств. И ты можешь заниматься чем угодно. И вот среди тех, кто закончил гуманитарные классы, и в частности тоже среди тех, кто на ИСТФАК пошел, или на филфак, на юрфак, на экономический, среди них есть те, кто занимается наукой, и очень серьезно. Есть журналисты, есть бизнесмены, есть политики. То есть есть совершенно разные люди. Удивительная штука, что как раз-таки очень много популярных и хороших журналистов имеют в первую очередь историческое образование, а не закончили журфак. Я не буду комментировать про образование на журфаке, чтобы никого не обижать. Но я могу сказать, у меня дочка заканчивала Институт стран Азии и Африки, и она изучала историю Индии, которую она всегда безумно любила. Но там, естественно, очень многое построено вокруг изучения языков. А восточные языки непростые. И в частности, ну, так же, как, вот, скажем, историки любые учат латынь, а те, кто учит историю Индии, они, конечно, учили санскрит. А санскрит – один из самых тяжелых языков вообще в мире. И она ужасные всякие слова говорила про санскрит и про то, почему она должна его, собственно говоря, учить, если она не хочет древностью заниматься. А я сформулировала в споре с ней такую вещь. Я сказала, даже дворник, знающий санскрит, лучше дворника, который не знает санскрит. Мне, правда, потом на это тоже многие возражали. Говорят, что многие, кто учили там санскрит или занимались йогой, шли в дворники и были не очень хорошими дворниками. Но вот все равно гуманитарное образование, оно что-то такое дает тебе, что потом тебе, будь ты дворник, будь ты академик, олигарх, все равно тебе это хорошо. Вы говорите о том, что на уроках своих учили ребят отличать мнение от факта. Как отличить мнение от факта? Вы знаете, вообще очень просто на самом деле. Только это навык, который тренируется. Я много лет сотрудничала, ну и продолжаю сотрудничать, хотя сейчас уж, конечно, меньше, с Европейской ассоциацией преподавателей истории, Евроклио. И у нас были совместные проекты, мы разрабатывали учебные материалы, мы ездили на очень много разных там, семинаров в разные страны. И, в общем, теперь мне понятно, что существует огромное количество методик. Вот, скажем, англосаксонское образование, там, в Англии, в Шотландии, в Ирландии, оно очень сильно на это нацелено. Это главное, что они оценивают, это вот не знание фактов, как в России, а умение мыслительное. И мне кажется, это невероятно важным. И в частности, вот это вот отличие мнения от факта. Мне это казалось само собой разумеющимся. Потом я поняла, что для моих учеников, для большинства из них, это вообще большая проблема, потому что они как бы исходят из того, что то, что написано, это уже факт. Да. Говорят, откуда ты знаешь, что это плохо? Ну, потому что это здесь написано. И вот тоже для меня был такой прям щелчок, когда мы только начинали сотрудничать с Евроклио. Там был один методист голландский, который сказал, знаете, вот вы читаете с детьми какой-нибудь источник, а вот они прочтут его, вы начнете с того, что спросите их, что там написано. Я подумала, ну что как-то я вообще своих учеников буду обижать. А потом я попробовала, такое интересное услышала. Ну, например, мнение оценочно. Соответственно, например, можно посмотреть на прилагательные, которые используются в тексте. Вот такое простейшее упражнение. И может быть сказано, там, не знаю, война священная или захватническая. Да?
это может быть про одно и то же событие. Безусловно. И сразу, и видно, что факт – это то, что идет война, а прилагательные или какие-то там описания уже оценивают. Вот. И это тренируется очень легко. Ну, скажем, есть такие чудесные подарки учителям, когда об одном и том же событии написали с разных сторон. Конечно. Да, берется. Вот я очень всегда гордилась. У меня был урок по Полтавской битве. Ну, был такой в XVIII веке, был такой историк Голиков, который написал огромный... Очень было смешно, потому что он был в Курске, занимался там откупами и что-то проворовался. И его посадили. А тут была амнистия по случаю строительства Медного всадника в Петербурге. И он вышел. И он поэтому всю жизнь был благодарен Петру Первому и написал огромную многотомную его историю. Очень характерно, что несмотря на то, что у него вот такое криминальное, так сказать, прошлое, ему открывали архивы, ему очень много давали. Сейчас это невозможно, конечно, читать, но он собрал огромное количество разных, просто опрашивал, еще были люди живы, он собрал источников много. Вот. У него есть описание Полтавской битвы знаменитое, вот как после битвы Петр там молится, посещает раненых, ну и потом вот он пирует, принимает шведов, это вот оттуда все он им говорит, он им возвращает их шпаги, этим генералам, поднимает тост за своих учителей, они говорят, хорошо же вы отблагодарили своих учителей. Это все знаменитая история. Вот мы читаем этот кусочек и берем из него факты. Вот какие факты? Закончилась битва, там Петр делает это, пирует, принимает таких-то. Вот это факт. Потом берем Полтаву Пушкина. Нет, сначала не Полтаву. Такой есть шведский историк современный, Петер Энглунд. Он написал замечательную книгу «Полтава. История гибели одной армии». Она очень интересная, в частности, потому что шведские солдаты, они все были грамотные, потому что они лютеране, они должны Библию уметь читать. Они письма все писали домой. И у него то же самое описание, того же самого. Этот пир... Причем там, скажем, какие-то генералы российские стали обижать шведов, а Петр и Меньшиков не дали, заступились, то, что благородненько. А рядом с этим описание, вот тоже очень характерно, что пока я не прочитала Энглунда, я вообще про это не подумала. Этот шатер Петра воздвигнут практически на поле боя. А на поле боя лежат тысячи раненых и умирающих, которых никто еще пока никуда не убрал, потому что это занимало несколько дней, которые стонут, которые умирают в мучениях, которые умирают от жажды. При этом это конец июня, да, Украина. Странноватая пирушка получается. Да. И он пишет, и вот несмотря на эти все стоны и ужасы, значит, русские, шведские военные пируют, обмениваются тостами. То есть это совершенно другой взгляд. Я говорю, а как вы думаете, а почему он так по-другому? Ну, потому что он швед. Я говорю, но он про шведов тоже не очень хорошо. Шведы тоже не обращают на это совершенно внимания. Он человек 20 века. Он не может уже это пропустить, что там люди умирают, а эти тут, значит, тост поднимают. Ну, не сделано ли это было в угоду художественности все-таки? Ну, почему? Это просто другой взгляд. Ну, наверное, в угоду художественности. Но Голикову это искренне не приходит в голову. Не то, что он такой жестокий. Потом мы смотрим Пушкина, у которого Петр, конечно, там, он весь как божья гроза, он такой прекрасный, но там же есть строчка «и смерть, и ад со всех сторон». То есть Пушкин это тоже не пропускает. И мы думаем, вот Пушкин ближе к Голикову или ближе к Энглунду, и там обсуждаем. И там тоже очень хорошо, что я их просила, но я сейчас не буду во все эти свои педагогические подробности влезать, но там тоже вот какие факты, где факты. А посмотрите, какие слова оценивают, например, Петра у Голикова. И там сразу видно «великий», «такой-сякой» и так далее. И я была очень горда этим уроком. И дальше вот обычно на этом заканчивалось. Я говорю, вот видите, есть разные взгляды, разных стран, разных народов. И в какой-то момент, так я, значит, самодовольно заканчиваю это, и мальчик один, хулиган, говорит, а интересно было бы украинский взгляд на это посмотреть. И это было давно. Еще даже вот потом начались все эти Мазепа, он герой Украины или он предатель России. Этого даже, во всяком случае, вот у нас как-то это совершенно не возникало. И вдруг я подумала, елки-палки, вообще-то пришли под Полтаву
Петр пришел, ну, Петр, понятно, это считает своей землей, но все-таки, значит, к казакам пришел, и шведы пришли. Вообще никого не интересует, что там такое. То, что Меньшиков перед этим вырезал всех жителей города Батурина, столицы казацкой, это вообще такая мелочь, где там про нее говорится. И мне стало так стыдно. И я побежала, ну там еще тогда мало бы, сейчас-то про это миллион всего, схватила биографию Мазепы Костомарова. И у него то же самое описано, тоже пируют, тоже вот это все было. А еще говорится, Мазепа-то сам удрал. Он удрал в Османскую империю, там и умер. Вместе с Карлом XII удрал. А казаков некоторых захватили. Их, естественно, пытали, их, естественно, казнили. Только вот это не волнует никого. Ну, тогда не волновало, сегодня все изменилось. Возвращаясь к учебнику. Но учебник истории, он ведь всегда пропаганда все-таки. Совершенно не обязательно. Тогда давайте вот что с вами обсудим. Вы говорили, что знакомились хорошо с учебниками, которыми пользуются в Англии, и они довольно как раз-таки гибко и говорят о том, что вот факт, вот мнение, учись все-таки думать. Как в учебниках английских описана Столетняя война? Прежде чем вы ответите, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько шла Столетняя война. Вы точно знаете ответ, а мы проверим. Поставь прямо на паузу и напиши. Вы знаете, я никогда не... Вот про Столетнюю войну... нет, когда-то я смотрела там что-то. Ну, я не могу сказать, что я большой спец, потому как описана Столетняя война. Но я могу сказать, вот каким образом на 99% я уверена, что это описано. Даны даты главные, без всяких там, конечно, подробностей. Вот начало... Что, не говорите дату? Не говорите. Да, вот 1336 год, начало. Но концовку не говорите. Хорошо. Значит, там битва при Креси, битва при Пуатье, битва при Азенкуре, ну, какие важнейшие какие-то вещи. Завершение. А дальше там может быть кусочек, ну, там, английского историка об этом, французов про Жанну д'Арк и англичан про Жанну д'Арк. Может быть, какое-то художественное произведение. Ну, не знаю, например, можно взять скульптуру Родена «Граждане Кале», которые идут, значит, думая, что они идут на смерть к английскому королю, и так далее. И там никогда не будет задаваться вопрос, и даже подразумеваться не будет, что надо решать вопрос о том, а справедливы ли были претензии англичан на французские территории. Там будет говориться, а почему английские короли претендовали на французские? Потому что у них вот такие родственные связи. А почему французские этого не хотели? Потому что у них вот другие представления. То есть там вот то, что мы сегодня назвали бы пропагандой, там этого вообще нет. Мы можем сказать, что в скрытом виде это пропаганда там либерального мышления. Каждый кулик должен хвалить свое болото, поэтому я допускаю, что... А французские учебники вы видели? Французские куда более традиционные. Вот во французских куда больше вот этого монологического содержания. Ну, конечно, они тоже стараются, это Европа, они стараются какие-то разные мнения дать. Но мне нравится, понимаете, вот в английских, в шотландских учебниках, мне нравится то, что это не на уровне вербальном, не только на уровне вербальном, это на уровне методическом. То есть не просто тебе рассказ, как у нас сейчас дается. Сейчас тоже все умные стали, даже эти авторы вот этого, с позволения сказать, учебника. Есть параграф, где все написано, где все акценты расставлены, где все понятно, кто хороший, кто плохой. А потом дается источник. Как же теперь без источника? К нему вопросы. Но эти вопросы там как раз к фактам. А какие события упоминает товарищ Сталин в своем выступлении? А в английских там идея сама заключается в том, что там как раз вот это вот монологическое повествование учебника, учителя, оно сведено к минимуму. А главное, вот тебе такой источник, такой, сравни их. И тебе никто не задает вопрос, кто прав. А была реформа английского образования учебников? Или вот когда они к этому пришли? Вы знаете, я точно не могу сказать. Но мне понятно, что в XIX веке, конечно, все учебники во всех странах были традиционными. Вот такими. Записал, запомнил, изложил. Я думаю, что это где-то середина XX века. Вот это все изменилось. Сейчас я зайду на неблагодатную почву, и вы, наверное, меня рассердитесь.
Но есть расхожее мнение, что гуманитарное образование можно получить в Гугле с приходом технологий. Что технические части, безусловно, тебе должен объяснять преподаватель, там есть какая-то сложная штука, но при должном навыке поиска, собственно, твоего личного, ты можешь получить гуманитарное образование, просто пользуясь поисковой строкой. Согласны ли вы с этим? Вы понимаете, вы произнесли ключевое слово «навык». Но вы имеете в виду навык пользования Гуглом, который тоже, кстати, надо научиться этому. Я таким образом делаю соломинку ко второму вопросу. Да, это важно. Google очень сильно все многое изменил и так далее. Но вот с того момента, как появились компьютеры, появился интернет, учителя бесконечно рассуждают о том, как сильно это меняет их преподавание. Действительно меняет. Но вообще-то, вот визите и в Африке визите, информация, она везде информация. Ты пользуешься Гуглом, и тебе выходит миллион сайтов на тему, которую ты задал. Для начала ты должен выявить в них самое релевантное. И дальше, а там тоже содержится мнения и факты. Вот к этому мы подходим. Что чаще всего тебе выпадает, естественно, первый, скорее всего, ссылка на Википедию. Не самый надежный источник, будем откровенны. А дальше многие ленятся идти. Так вот, правила, работающие с учебником, как отделять мнение от фактов, работают в интернете? А как же? Или там еще больше мусора, и, соответственно, тебе сложнее? Нет, сложнее, но принцип-то тот же. То есть, с одной стороны, стало проще, потому что доступ к информации такой, который предыдущим поколениям и не снился, а с другой стороны, в этом и сложность. Да? Что эта информация заваливает просто человека, и он, конечно, в большинстве случаев идет по пути наименьшего сопротивления. Что технические средства дают... Есть же еще визуальные источники, есть же еще видео, есть еще картинки, которые можно скомпоновать, как мы понимаем. Как минимум. Да. Знаете, тоже фраза, которая у меня кочует из одного интервью в другое, но она для меня действительно очень важна. Что много лет назад, кстати, как раз в Шотландии, вот я была на потрясающем семинаре о шотландском преподавании. Там были голландцы, бельгийцы, и голландский учитель, я была потрясена. Как так можно преподавать? Я вообще про такое не слыхала. Где же факты? Почему только мы все источники анализируем? Голландский учитель сказал, наша задача, как учителей, научить детей читать газеты. И мне это показалось ужасной профанацией. Как? Наша задача дать представление об историческом процессе. А теперь я понимаю, что он имел в виду. Наша задача научить детей работать с информацией. И когда мы их учим на примере учебника, то мы даем им, мы не делаем из них ученых. Так учеными не становятся. И ясно, что учеными станет какая-то малая часть из них. А вот телевизор смотреть будет подавляющее большинство. А новости читать, а вообще получать информацию. И с этой информацией надо как-то работать. Вот этому можно обучить. И это нужно знать и когда ты в Гугле, и когда ты в классе. Одна моя выпускница сказала замечательную фразу. Самое страшное – это люди, которые уже научились пользоваться интернетом. Давайте перейдем к общему вопросу. И звучит он довольно просто. Зачем человеку знать историю? Кроме очевидного ответа, который мы все прекрасно знаем, эту расхожую фразу о том, чтобы не совершать ошибки. Да вот это как раз, не совершать ошибки. Понимаете, это вот представление, что ты выучил историю, ты знаешь, как было там. В 17-м году, в 1917-м, они все время думали про французскую революцию и хорошо ее знали. И вот это представление, что если ты будешь знать про французскую революцию, ты не совершишь собственных ошибок, это абсолютно не так. Уроки истории таким образом не работают. Ага, так, Робеспьер сделал это. Значит, сейчас будет это. Так не бывает. Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что для меня это аксиома. Как это не знать историю? Во-первых, потому что это очень интересно. Так. А во-вторых, потому что это про людей. Причем это не значит, что история – это только биографии. Но если мы знаем, как люди работали, как функционировали там деньги в разные времена, как люди управляли друг другом, как люди любили или ненавидели, кого они презирали, как они воевали. Это то, что привело нас в сегодняшний день. От первобытности до сегодняшнего дня. Как мы знаем, это очень маленький кусочек истории мира, истории человечества. Но вот это тот кусочек, который сформировал нас. И, соответственно, чем больше мы про это знаем, тем легче нам понять себя и, собственно, и сегодняшний мир. У меня были случаи в жизни, когда я была вынуждена написать омерзительная работа 5. За что можно было получить такую оценку на вашем уроке?
Ну, понимаете, это, конечно, в основном касалось 20 века. То есть, ну, вот эта конкретная история, там, я уже сейчас забыла подробности, что-то он воспевал большевиков, где-то там гражданскую войну или что-то в этом роде. Но это было написано очень логично, с опорой на источники и так далее. Ну, ладно. Какой лучший вопрос задавали ваши ученики? Вот мы помним историю о том, что один из них сказал, вот бы нам посмотреть с украинской стороны на Да. все это. Какие еще были? Неожиданный вопрос. Знаете, за 40 лет работы в школе было столько вопросов. Я вот не могу сейчас сказать какой-то такой один вопрос, но мне всегда нравились вопросы, когда мое мнение ставили под сомнение. И ладно, если это мнение там про первобытность, то это ладно. А у меня есть мнение про 20 век, и они очень сильные. И для меня, как для учителя, это проблема. Потому что я понимаю, что я могу просто завалить детей этим мнением, задушить. И когда я шла работать в школу, то я считала, что моя задача рассказать детям все про советскую власть и открыть им глаза. Чем я очень долго и занималась. Вот сегодня я понимаю, что просто объяснить, какая там советская или нынешняя власть плохая, это... Ну, то есть я просто как бы меняю плюс на минус. Соответственно, тоже я много раз говорила, но скажу еще раз. Учитель, который выходит к доске и говорит: дети, Сталин был эффективный менеджер. Такой учитель мне не нравится. Учитель, который говорит: дети, Сталин был кровавый садист и убийца. Он мне больше нравится. Но они оба делают одно и то же. Они говорят: дети, запомните, что я вам говорю. Вот когда со мной начинали спорить и говорить: а я с вами не согласен. А почему вы так считаете? А вот там Сталин какой, не знаю, там выиграл войну. Естественно, я в ярость приходила от этого. Но это всегда создавало какое-то такое напряжение на уроке, которое хорошее. Учитель должен оставаться беспристрастным, когда преподает? Что вы имеете в виду под словом беспристрастность? Не давать оценочную характеристику всем событиям, о которых он говорит. Ну, это невозможно, потому что мы всегда даем оценочные характеристики. Понимаете, когда мы говорим про объективность или субъективность автора учебника, историка, ученого или учителя, то очень часто вот как раз имеется в виду, что он не дает оценок. Как только я открываю рот, я даю оценки. Великая Октябрьская социалистическая революция произошла в 1917 году. Я уже дала оценку. Или цитировали то, как написано в учебнике, по которому в данный момент нужно преподавать. Да. Нет, но это все равно оценка. Ну, глобально, да. Октябрьский переворот произошел в 1917 году. Это другая оценка. И даже если я говорю, большевики пришли к власти в 1917 году, тут как бы я свела к минимуму. Это тоже моя позиция. Мне представляется, что вот беспристрастность, там, не знаю, объективность и так далее, это для гуманитария. Это отсутствие вранья. То есть, если ты знаешь какие-то факты, но их не называешь, потому что они не вписываются в твою систему, вот это пристрастность, причем в самом плохом смысле. А как раз если ты, да, я считаю, что Сталин был вот такой, ну, пожалуйста, вы можете со мной спорить. Может ли быть такое, что учитель, получавший образование по другой книге, имеет такое же ложное представление? Поскольку так или иначе заложенные данные и факты, и вообще в целом информация, которую мы получаем в школе или там, в высших учебных заведениях, она кажется чаще всего самой верной. Ну, так это опять, это вопрос в том, получаешь ты сведения из одной книги или из разных, и насколько критически ты можешь подойти к этой книге или к этим книгам. Потому что вот если ты учеников это развиваешь мышление критическое, ты у себя развивай и сопоставляй, анализируй. Поэтому я, например, ну, не знаю, как и в школе было, и в лекциях своих я стараюсь говорить, знаете, есть вот такое мнение. Мне оно кажется странным, но оно есть. Или есть вот такое мнение, я с ним согласна, но против него возражают вот так-то и так-то. И тогда ты вот это вот компенсируешь перекос, который, ну, в какой-то мере, конечно, есть. Чаще всего людям свойственно либо ностальгировать по прошлому, либо жить по принципу «вот завтра будет лучше». Они и так не сильно живут настоящим. Изучение истории отвлекает от настоящего? Ну, меня нет. То есть, наверное, есть люди, которым, да, можно уйти абсолютно в прошлое,
ну, не знаю, там, стать реконструктором. Да, есть реконструкторы, которые живут Да, в этом как своем. минимум, вот она целая большая прослойка. Да. Я не хочу, я знаю очень симпатичных реконструкторов, но если ты полностью уходишь вот в тот мир, ну, мне это кажется довольно странным. Ну, хорошо, живи так. Вот я опять возвращаюсь к тому, о чем я говорила. История – это про людей. Когда ты читаешь про людей прошедших веков, про события, про какие-то явления, то ты это переживаешь. Или ты над этим размышляешь, ты это анализируешь. И дальше ты, естественно, это соотносишь с сегодняшней жизнью. Это не знаю, тоже не в примитивном смысле. Вот там было так, и у нас поэтому. Но у тебя просто развиваются какие-то, не знаю, там, нервные окончания или что-нибудь еще, что дает тебе возможность лучше перенестись в сегодняшний мир. Поэтому для меня история современной связана очень тесно. Можем ли говорить, что выражение про то, что история идет по спирали, верное? Или все-таки это попытка как-то систематизировать то, что не совсем системно? Ну, знаете, это одна из попыток, ее просто в советское время сделали главной, одна из попыток выявить закономерности истории. Иногда можно посмотреть и увидеть действительно интересные повторения. Но действительно вот там по спирали, то есть в другой форме, в другом. Это что-то такое есть. Я, честно говоря, я с интересом всегда читаю какие-то вот такие историософские, скажем, рассуждения. Но, во-первых, мне кажется, нам очень трудно что-то подобное сделать, просто потому что мы же внутри процесса. Нам сложно его проанализировать, не находясь извне. Это делать марсианам это было бы проще. Вот, это одно. А второе, вот когда мы говорим про спираль, то, опять же, очень часто, так как мне каждое второе интервью спрашивают, с какой эпохой можно сравнить нашу и с каким политиком можно сравнить Путина. И это, мне кажется, таким упрощением невероятным. Мы сейчас повторяем там что-то. И начинается какой-то буквально... А сейчас у нас 29-й год или уже 37-й? У нас сейчас 2023. И это не 29-й. И не 37-й. И если похоже на 29-й или на 37-й, это не значит, что у нас все так же. И вот со спиралью есть вещи, которые совпадают. Есть вещи в разных цивилизациях, которые совпадают. Но не надо слишком забываться. Это интересно всегда выявить. А еще есть миллион вещей, которые не совпадают. Поэтому я бы с этой спиралью не очень увлекалась. Хорошо. На первом курсе, на первом семестре первого курса Олег Владимирович Хазанов, если вдруг вы увидите это видео, большой вам привет, мы преподаватели истории Древнего Востока. Чуть ли не на первой лекции сказал нам: первый тост за встречу, второй за неолитическую революцию. Прошло очень много лет. Были у вас похожие штуки? Это хорошая шутка, но он уверял, что все историки должны знать это как отче наш. Про неолитическую революцию. И второй тост за нее. Мне как не приходилось пить за неолитическую революцию, но я вообще, если когда-то мне кто-то предложит, я с удовольствием присоединюсь, потому что, конечно, это важнейшая перемена. Другое дело, что вот я сейчас готовлю новую лекцию, с которой я поеду, тоже вот офлайн, уже она будет такая философская. Может ли добро победить зло в истории в целом? Так. И я много сейчас читаю как раз тех, кто пытается тоже как-то охватить всю историю человечества. И сейчас очень распространенное мнение, и как ни ужасно, вообще оно довольно убедительное, в том, что наши беды начались с неолитической революции. Так, интересно. Об этом пишет Юваль Харари, об этом пишет Сапольский, что когда люди освоили сельское хозяйство, насколько более тяжелой, более такой изматывающей стала жизнь людей. Мы представляем себе первобытных людей, как как картинки в учебнике. Первобытное стадо, несчастные, ужасные. Я очень хорошо помню, я впервые это у Харари прочитала. Он пишет, сколько надо часов собирателю, чтобы собрать что-то, чтобы накормить себя. Несколько часов. А потом он может лежать на поляне, молиться, веселиться, еще что-то. А если ты земледелец или скотовод, у тебя нет этих часов. Ты пашешь землю, ты готовишь инструменты, ты следишь за скотом и так далее. Но тебе за это, в награду за это ты получаешь, дольше живешь.
у тебя лучше условия, у тебя нет вероятности того, что завтра тебя съест тигр, пока ты там Да, медведь. но пока ты что ты будешь- получаешь? Увеличение количества войн, потому что есть что делить. Конечно. Еще ты получаешь огромное количество новых болезней, которые перешли от животных. Ты получаешь государство, которое тебя, значит, это самое. Я не уверена, что я хотела бы жить в донеолитическую эпоху, но во всяком случае эти мысли, так они вот... За неолитическую революцию надо пить радостно или стоя и Ну, не осторожно. чокаясь, или не чокаясь, потому что это все наши беды. Как будто бы сейчас событий стало слишком много. И они, независимо от того, насколько они страшные или радостные, они быстро забываются. И остаются действительно только вот какие-то жирные точки, которые, фактами все-таки останутся. Много ли поколения будущее потеряют от того, что будут знать просто общими мазками всю ту вещь, все те вещи, которые происходят сейчас? Я отдельно выделяю именно нынешнее время, поскольку темп жизни и количество, собственно, происходящего, все-таки, наверное, вот в данный момент времени в апогее находится. Скорее всего, дальше он будет еще выше. Ну, понимаете, мы говорим об историках или просто об обычных Мы говорим людях? об обычных людях в большей степени. Ну, вы понимаете, а что про 19 век? Мы тоже знаем, если мы не специалисты, то знаем яркие мазки, а вовсе не большие подробности. А с другой стороны, понимаете, ведь это все количество событий-то всегда примерно одинаково. Вопрос источников, информационных, я не знаю, там пикселей сколько. Вот количество информационных, не знаю, что там, битов, как это еще сказать, информации, оно огромно. И это как раз значит, что историки будущего получат намного больший материал про наше время, чем про даже начало 20 века. Знаете, они получат материалы соцсетей в невероятных количествах. Они получат материалы СМИ. Они получат селфи и все фотографии, которые сделаны. И это как раз даст им возможность... Это очень усложнит их работу, естественно. Но это даст им возможность на какие-то, мне кажется, выйти вещи, касающиеся нашей эпохи, очень важные. Потому что, на самом деле, история – это же не просто собирание фактов. Это как раз выявление каких-то тенденций, каких-то направлений развития, каких-то особенностей мышления. И вот это как раз может быть то, что мы сейчас, нам очень сложно это сделать, но опять потому что мы внутри. А уже через 50 лет будет, я думаю, очень много каких-то таких прорывных исследований. Вы говорите, что любой человек, и ученик в особенности, должны уметь понимать, уметь работать с разными источниками и принимать, возможно, разные точки зрения. Возможно ли в вашем случае, готовы ли вы к риторике с человеком, который резко противоположно относится к событиям, любым событиям, историческим или нынешним? Ну, это сложно. Я знаю, как это невероятно тяжело. И, я, конечно, скажу, что я готова, действительно. Хотя я вообще плохой спорщик. Я очень пропагандирую все эти критическое мышление и так далее, но есть какие-то болезненные моменты, когда у меня прямо сразу красная пелена перед глазами, и я кидаюсь в спор. Не в спор, а уже просто в битву. Теоретически, понимаете, мне такой спор не доставит удовольствия. Но я знаю, что если надо, готова поговорить. Есть лагерь людей, которые относятся... Вообще в целом человеку хочется относить себя к какому-то лагерю. И всегда куда-то прибиться, как будто бы черное и белое, все, что посередине, кажется странным. А с другой стороны, как раз-таки принятие обеих сторон и обеих точек зрения, может быть, полярных на одну и ту же вещь, как будто бы тебя как раз, слишком часто говорю слово, как будто бы, тебя как раз помещает посередине. Как примиряться лагерям, которые, противоположным лагерям, будучи в риторике, оставаясь светским обществом? Смотря о чем мы говорим. Опять же, если речь идет о том, надо заканчивать войну или надо ее продолжать, то здесь очень трудно примириться. Или заканчивать, или не заканчивать. Если мы говорим просто о каких-то идеологических спорах и так далее, для меня, я под сильнейшим впечатлением вообще, как, наверное, и многие, от интервью, которое Елена Костюченко дала Юрию Дудю. И сильнейшая вещь там – это то, как она рассказывает, как она спорит со своей мамой, с которой у них совершенно разные взгляды. Понимаете, мне очень повезло, у меня нет совершенно такого опыта, потому что мои родные, близкие, друзья, в общем, практически все мои единомышленники. Мы можем, не знаю, про какую-нибудь книжку спорить, но
Главное, мы единомышленники. И когда она рассказывает, что как вот мамы, они совершенно не понимают друг друга, но при этом, что вот мы обе любим друг друга, и поэтому мы обе с уважением относимся, мы разговариваем, мы ищем общие точки. Вот меня это совершенно поразило. Я, кстати, не уверена, что я смогла бы так. Но это вот, наверное, тот путь, по которому надо идти. То есть сохранять человеческие отношения. Хотя я понимаю, что это ужасно трудно. Я очень хорошо помню, как много-много лет назад я иду со своим приятелем, и он ужасно ругает свою бывшую жену. Ругает. И в процессе этого, ну, там, все ей, включая ее политические взгляды. Я ему говорю, а я вообще не понимаю, как ты мог спать с девочкой, которая любит советскую власть? Он так остановился, очень удивился, говорит, нормально. Вот для меня это было просто потрясение. Теперь я думаю, что, может быть, он не так уж был неправ. У меня есть музыкальный подкаст, он называется «Прослушка». И вот вы об этом не знаете, а без вас он бы не случился. Так. Сейчас коротко про историю. Значит, возвращаясь из путешествия из Португалии, заехал на Мальту. На Мальте, ну, в связи с ковидом, нас попросили покинуть страну, и я приезжаю в Петербург. Там смотрю ряд подкастов, это, собственно, 2020 год, где рассказывают, что ну вот сейчас мы все будем сидеть по домам, и будет нам, наверное, скучновато. В одном из подкастов вижу я вашего сына, который говорит, а мы запустили классный проект, ты можешь жертвовать сколько угодно, даже 1 рубль. Просто 1 день, 1 рубль. Это будет ну, маленький твой вклад. И подчеркивает, что сейчас, во время пандемии, особенно тяжело всем фондам, собственно, которые занимаются благотворительностью. Я очень большой поклонник музыки. У меня это в голове склеивается. Через 3 дня я запускаю в Инстаграме. Я звонил просто людям в прямых эфирах, предлагал им угадать музыку, и за каждую угаданную композицию, за каждую неугаданную композицию тогда еще, гость платил 100 рублей или сколько он хочет в благотворительный фонд. Ага. Представляете, какая история? Хоть она немножко притянута за уши, но спасибо вам большое. Вы создали мне собственный проект. Ну, это не столько я, сколько мой сын и такие дела, Ну, да? так или иначе. Я рада, да, я в этом тоже участвовала. 1 рубль, это хорошая была программа. Друзья, у нас есть книжка Тамары Эйдельман, не просто книжка, а подписанная, а это совсем новый релиз, и мы решили вот что придумать. Так как Тамара Натановна живет в Португалии, давайте представим, что она там и родилась. Как можно поменять имя, или как бы назвали Тамару Натановну в Португалии португальским именем, возможно, можно поиграть с фамилией, все на вашу фантазию. Единственное, что просьба, напишите почему, нам будет интересно почитать. И, собственно, за лучший комментарий, или самый смешной, или самый вдумчивый, мы подарим эту книжку. Мы будем завершать, и завершать будем вот чем. Я хочу задать эти вопросы, только потому, что я как раз сейчас стараюсь оказаться тем человеком, который в центре, не принимая левую и правую сторону, черное и белое. То, что сейчас у вас на канале, те видео, которые у вас есть, их нельзя назвать беспристрастными. Вы очень ярко высказываете свое мнение касаемо происходящего сейчас. Насколько это правильно, как вам кажется, с точки зрения того учителя истории, который должен оставаться беспристрастным и давать ученикам, в вашем случае, вашим зрителям, смотреть на обе стороны? Ну, это совсем другое дело, мне кажется. Понимаете, ученик не может встать и выйти из класса, когда я что-то говорю. И я бы и очень много из того, что я говорю на канале, я бы себе не позволила в школе, не потому, что там что-то я боялась бы, а просто потому, что это бестактно по отношению к ученикам. Ну, понимаете, я никогда не скрывала своих политических взглядов. Но я не так, чтобы я приходила в класс и говорила, сейчас я вот вам все расскажу. Если меня спрашивали, я отвечала. А так нет. А в данном случае, понимаете, любой человек может выключить мою лекцию или там мой эфир, если ему это не нравится. Да, он может написать в комментариях все что угодно и пишет. Это не руководство к действию. Это мое личное мнение. Мы сейчас пытаемся восстановить снова прямые эфиры. Просто, к сожалению, на них не хватает времени. Я очень их ценю как раз. Потому что если мы записываем лекцию по истории, неважно, 20 века, 20 до нашей эры, то вот здесь я как раз говорю, там есть такое мнение. А вот другие ученые говорят вот так. Это дает любой материал исторический. Если я говорю на политическую тему, я высказываю свое мнение. Все. Мне кажется, я никогда не сказала ничего вроде того, что там, а кто со мной не согласен. Да, мои ученики любят цитировать. У меня такая была любимая фраза, там, кто не читал эту книгу, недостоин жить на этой земле. Вот я не говорю о том, что кто другого мнения недостоин жить на этой земле.
Тамара Натановна, я про то, что, во-первых, в хорошем смысле этого слова, в кадре вы же гипнотизируете. Ну, объективно. Ну вот. И этот 1 340 000 с чем-то тысяч людей сидит, желая получить какой-то легкий, простой ответ. Им не нужно особо думать, они хотят вот универсальную таблетку. Допускаете ли вы в видео, что вот, ребята, вот это мое, да, действительно, вы можете выключить, если хотите. Но в целом, правильно было бы, чтобы вы посмотрели там еще какого-нибудь негодяя, на ваш взгляд. Ну, понимаете, негодяи, на мой взгляд, обладают настолько большим преимуществом по сравнению со мной с точки зрения распространения, что было бы немножко странно, если бы я сказала, а еще вот давайте посмотрите вот этих товарищей. Это как-то, честно говоря, может быть, это говорит о недостатке моей толерантности, но мне это не приходило в голову, честно говоря. Один раз, правда, я сказала, что я очень ценю фильмы Никиты Сергеевича Михалкова. Я вот знаю, он меня бранит. Лукавили или правда? Почему цените? правда? Ну, про последние там я не говорю, а, ну, скажем, «Пять вечеров» я считаю вообще потрясающий фильм. Чудесный совершенно. фильм вообще, абсолютно Да. точно. Но я уже не говорю о том, какой он актер замечательный. Вот. Видите? Сколько военных конфликтов на данный момент происходит в мире? Ого, много. Я не знаю. Понимаете, что мы считаем? Ну, таких вот, как горячих и долго идущих, как война в Украине, таких, наверное, сейчас нет. Хотя, ну, есть то, что называется, ну, я не знаю, Армяно-азербайджанский конфликт? Да, вот. Есть Армяно-азербайджанский Судан, есть конфликт, Есть конечно. Конго до сих пор, по-моему. Да, вот вопрос, я, кстати, не исключено, что это, ну вот, конечно, армяно-азербайджанский, он, увы, выходит, как мне кажется, сейчас на такой же уровень, не дай бог, но что касается Конго, ну, то, наверное, это не война вот в таком смысле, это совершенно не умаляет ужаса там происходящего, а это вот какие-то столкновения, то вспыхивающие, то исчезающие. Да? Это мой вопрос. Ну, там Получается, что... Кашмир. Там тоже то есть, то нет. Почему об этом не говорят? Ну, что, понимаете, об этом говорят. Вопрос, видим ли мы это. Сколько роликов за последний год было на вашем канале? Да, Про вот это вопрос, конечно. И, ну, понимаете, ну, я могу сказать, вот мне Facebook регулярно почему-то показывает записи каких-то, ну, там, разных знаменитых западных людей, которые призывают помочь детям, голодающим в Сомали и в Йемене. И я их пролистываю. Не потому, что я такая жестокая, но просто мне не хватает уже сил моральных еще думать про это. Хотя я всей душой им сочувствую. Это на самом деле плохо о нас говорит. Такое ощущение, что мир жил... После Второй мировой войны мир жил без войны. Но это не мир жил без войны, да, а это кусочек этого мира жил без войны. А вот во Вьетнаме, в Камбодже, в Руанде, в Конго еще как жили с войной. Ну, только это где-то было далеко. А все заволновались, когда Югославия, потому что это близко, а теперь Украина близко. Это несправедливо, я согласна с этим. Но меня не хватает на все конфликты, скажем так. Ну, опять, для меня, естественно, сегодня самое важное то, что происходит в Украине. Но мне хочется думать, что какие-то гуманистические вещи, которые я говорю, что они приложимы к любому конфликту.